Ну, скорее всего, Twitch. И сегодня я с вами буду распаковывать вот такие очки. У меня такие красные где-то потерялись, поэтому я купил коричневые, вышли они мне в 200. Пишем в чат, кто еще в чате. Основа, для чего я сейчас собираюсь с вами вообще это записываю, для того, чтобы было видно, как можно снимать в домашних условиях. Вот у меня там ребенок ползает, абсолютно ужасное место для звука, что-то на iPad mini 6 версии. Пишем. Есть кто-то, кто пришел, кто зашел. Сейчас я посмотрю, есть ли кто-то в трансляции и пойму, попытаюсь понять, как все это дело. Нет, не так. Расположить и разместить. Нет, меня устраивает так. И 3 зрителя. Саня, картинка вертикальная. Андрюха тут. Я не понимаю, как ее повернуть. Вот посоветуйте мне, и я ее поверну. Вот сейчас она повернулась у вас. Напишите. Вот сейчас она вертикальная. Во, оставь. Отлично, потому что для меня она фактически сейчас горизонтальная. То есть, видите, методом проб и ошибок. Следующий момент. Я сейчас пытаюсь понять, каким образом поделиться данной штуковиной. Поделиться трансляцией и в телеге. Вы видите, что я делаю на экране или сейчас нет? Скорее всего, нет. Как звук, как свет, как цвет. Единственное, смотрите, я Xiaomi-шную лампу еще напротив себя поставил. Если ее не включать, опять же, с ней я бы не смог с вами разговаривать. В одном простом случае, в случае, если вы... Ага, почему-то тестируем ноутбук здесь написано, а это не так. Сейчас 5 секунд. Видите, даже название почему-то поменялось. Я абсолютно не понимаю, почему. Ну ладно. Сейчас я поделюсь этим стримом. К слову, если вы смотрите это на лайв-канале на YouTube, возможно, я туда выгружу, то знайте, что, еще раз, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, и делаю я это не для того, чтобы стать Twitch-стримером, то есть мне стрим на Твиче как таковом не нужен. Но у меня много девайсов, мне довольно удобно этими девайсами пользоваться. Так, стоп. А как? Ну ладно. Пользоваться, и пока их тестирую, когда я их тестирую, логично, что довольно удобно, если я их тестирую, тестировать их в онлайне. То есть у меня спрашивают: Саня, ты как-то не так делаешь, ты как-то не так снимаешь. Вот я на опыте снимаю вам звук, свет и цвет. И я думаю, что большинству вот это вот дело, то, что я сейчас снимаю, будет более чем достаточно для того, чтобы представить, сможете ли данное устройство вы использовать для стримов, будет ли оно вам полезно, и в конце концов, среди концов, я расскажу вам о вот таких очках, которые я ношу постоянно. В первую очередь, разумеется, это аксессуар. Аксессуар для чего? Для того, чтобы было интересно в кадре, с одной стороны. С другой стороны, я начал использовать такие очки задолго до того, как я начал делать на них обзоры, и я, в принципе, в них сижу, работаю, потому что и гуляю, потому что когда ты, допустим, ходишь где-то в чем-то, в таких очках, ветер, снег, еще что-то, тебе не мешает. Я не топлю конкретно сейчас вот за именно эти очки Xiaomi-шные. Есть Redmi B1, вот это, по-моему, B1, есть Q1, Qcan. Есть просто дикая туча подобных гаджетов, ну, по-другому не сказать. Почему? Потому что даже если вы не верите в том, что эта штука помогает вам сохранить зрение, во всяком случае вы должны четко понимать, что они реально защищают глаза. Мне 38, у меня все еще единичка. Повторяюсь, не забудьте подписаться, те, кто здесь. Интересное качество видео. Плохое, хорошее, 432. Опять же, сам планшет определил качество, я никаким образом ничего не делал. Буду дальше химичить. Его еще планирую тестировать в устройстве под названием Genshin Impact. То есть, как только я в Genshin Impact решу с вами тестить это дело. Ага, да, 432p, 48 FPS. Ну, интересно. Вот. Я, разумеется, проверю еще и автономность. Можно, смотрите, картинку улучшить таким образом. То есть мы сейчас просто делаем меня чуть-чуть выше. Какой-то головняк. Так, чуть-чуть. Нет, не так. Вот так. Вот так картинка будет чуть-чуть для вас комфортнее, возможно, но не для меня. Сейчас я попробую
понять вообще, а почему? У него получается типа видоискателя такого. Ага, ага. Ну ладно, снимает так, снимает так. То есть если сюда, то вот так. Вот так. Так, наверное, лучше для того, чтобы вы увидели, насколько хороши данные очки. Так вот, всем, кто пользуется компьютером, у кого не жалко, допустим, кому не жалко денег для того, чтобы купить что-то из разряда аксессуара, потому что в первую очередь, согласитесь, это внешний вид. То есть я снимаю очки, меня люди уже не воспринимают. И я считаю, что это нормально. Почему? Потому что ну, мы же носим, я не ношу колец, я не ношу цепочек уже давным-давно, потому что я древний. Там, я ношу часы в первую очередь как аксессуар, так же, как и оправу очки. Плюс у меня, допустим, конкретно сын носит очки по причине не очень хорошего зрения, ему комфортнее, потому что отец тоже носит. Помните об этом еще. Следующий момент по поводу интрига, кофе, да? Да, кофе. По поводу всех девайсов, о которых вы сейчас спрашиваете, давайте договоримся, что я сейчас сделаю распак. Мы договоримся, буду ли я делать тест в Геншине, потому что я вчера до 3 часов ночи пытался с ним разобраться, чтобы вам было веселее и интереснее. Вот, и дальше мы с вами решим, что мы будем делать. Так вот, эти очки я купил по той причине, что в первую очередь было дешево, мне нужна была новая оправа, но пока они мне шли, я еще потерял, к сожалению, в красной оправе такие же очки. Кстати, мне уже пришел к Mi 11 Ultra чехол Xiaomi Mi 11 Ultra. Я благополучным образом заказал, мне его послали, и он мне обойдется в 34 тысячи рублей. Кто понимает, о чем я, очень даже круто. Пишем, как здесь звук, как свет. Допустим, воду слышно сейчас было или нет. Я еще раз повторяю, что стримлю я вообще на кухне и как бы так. Я тоже начал носить очки с фильтром синего света, но дешевые ноунеймы. Рассматриваю как раз Xiaomi. Попробуйте, потому что, еще раз повторяюсь, на низком курсе вот это вот дело стоило максимально адекватно. Да, слышно воду. Ну вот видите, какие микрофоны. С одной стороны, вроде бы у Яблока что-то должно было быть крутое, а с другой стороны мы имеем то, что слышно все окружающее. Надежда Владимировна, не трогайте, пожалуйста. И сейчас я все-таки в итоге распаковываю данный гаджет. Плюс у Xiaomi-шек и у Qcana в том, что они все всегда упаковывают, как будто это супер-мега подарок. По большому счету, люди, которые покупают это дело не в России, еще раз повторяю, что на Алишке я купил их за 200, ну, более чем адекватный ценник, до 3000 рублей. Вот подобные штуковины, по мне, это прям очень крутая тема, в первую очередь даже для роликов, еще чего-то, фотографий, потому что ваша внешность моментально меняется. Такие вот браун, коричневый цвет, разумеется, они в таком вот поролоновом коробе. Дальше идут с ними дужки не спортивные, обычные дужки. Я их редко использую. Здесь у вас, как вы помните, вот такой, как, кстати, автофокус. Сейчас посмотрим. Видите что-нибудь? Да, видите. Вот такой замок. Это обычные дужки. И спортивные. Сразу я их надену, чтобы вы примерно прикинули, как это все дело будет выглядеть. Носоупоры, которые я принципиально не ношу, они у меня везде валяются. Я иногда их надеваю, но не вижу смысла в них вообще никакого. Вот они, 2 размера. Еще раз повторяю, что есть довольно много обзоров у меня на YouTube-канале на основном, на эти очки. Разумеется, я оставлю их в описании, потому что, еще раз повторяю, что я этот стрим планирую выгрузить также на YouTube, на лайв-канал. А еще раз, для чего мне нужен Twitch? Мне нужна на Twitch верификация, чтобы мне наконец-то верифицировали телеграм-канал. То есть меня верифицировали ВК, мне верифицировали YouTube, но по какой-то причине не могут верифицировать телеграм-канал, хотя на одном почти 15 тысяч человек, на втором 60 тысяч человек. Это при верифицированном YouTube. Кстати, ВК мне не верифицировали, мне верифицировали только в сообщество ВК. Тоже какой-то сюр. Сообщество одобрили, а страницу нет. Вот такой стандартный чехол, который я, допустим, вообще никак не использую. И микрофибра
тоже с надписью QCAN. Я думаю, что те, кто смотрит мои ролики, видел это не один десяток раз. Следующий момент, это то, что юзаю я всегда. Мне интересно, как они здесь это реализовали. Это спортивные дужки. Вот они, спортивные дужки. Я обычно с такими ношу, потому что очки становятся значительно легче. Вот, допустим, синие Roedme. Вы видите, что тоже дужки синие. И давайте поставим их. Мораль сегодняшнего, вот на данный момент стрима, была проста. Я планирую вечером гонять этот планшет. Сколько он сможет выжить в Genshin Impact на одном заряде, вы посмотрите, как он подлагивает все-таки, несмотря на стоимость и а-ля оптимизацию с iOS. Он греется, и я бы сказал, что если это все нам зайдет, и мы наберем хотя бы 1000 просмотров, а я уверен, что наберем рано или поздно, мы, во-первых, узнаем, сколько он реально может одновременно с стримом показывать нам, как по великому и ужасному можно играть в этот планшет. И следующий момент, разумеется, помимо автономности, мы пообщаемся. Так, теперь отвечаю. Эта оправа тебе больше идет. Спасибо большое, кот. Цвет прекрасный. Опоссум, ну, вы не... Как это называется? Опоссум, ты же понимаешь, что мы с тобой не можем быть объективны относительно друг друга. Что ты для меня великолепна, что я для тебя великолепен. Стрим давай, только позже, часиков 23. Хорошо. Микро отваливался на доли секунды иногда. Опять же, мы все это узнаем, допустим, во время игры той же. Саня, здравствуй. Как смотришь на то, чтобы розыгрыши здесь проводить? Я смотрю на то, что, смотрите, нас сейчас в онлайне 58 человек. Если бы я делал то же самое на YouTube, в онлайне было бы минимум 200 на лайв-канале. Если бы то же самое я делал на основном канале, было бы минимум 400. И здесь барабанная дробь и вопрос, а зачем мне стримить в том месте, которое не дает мне просмотров, правильно? Правильный ответ в том, чтобы для того, чтобы мне набрать 1000 подписчиков, но я думаю, что я даже с такими стримами, с тестами смартфонов, допустим, с тестами планшетов, вот, допустим, у меня Black Shark 5 Pro, вот у меня Redmi, даже в таких полуколхозных условиях, у меня семейство болеет, поэтому я дома, мы, думаю, потихонечку наберем достаточное количество. Мне даже, по-моему, в первую очередь, там надо просто 8 дней проводить стримы, но просто так проводить я не хочу. Вот. А почему здесь проще задать зрителю вопрос, чем на YouTube? Потому что здесь нас меньше. Просто нас сейчас здесь 56 человек, а на YouTube нас будет 200, правильно? Саня, здравствуй, уже ответил. В целом, еще раз, меня зовут Саня. Канал Польза.нет, скорее всего, лайв, если вы смотрите это дело. Я туда запостю исключительно как пример съемки iPad mini. Это мечта моего сына, потому что он раздолбал свой старенький iPad и просит у меня этот, хотя у него Samsung S7 FE, то есть тот, который можно запихивать симку. Там вроде какое-то количество трансляций за месяц провести надо, там надо 8 трансляций провести. Но ввиду того, что один черт каждый день тестирую устройство, сложность установить Twitch на него вообще нулевая. Другой вопрос, что она где-то вылетает, этот Twitch, или вот таким образом, как сейчас, он подлагивает при установках. Но я пытался смотреть стримы на Твиче, я здесь никогда не стану популярным, потому что, еще раз повторяюсь, здесь какое-то бешеное количество людей, которые трехэтажным ругается. Такое ощущение, что им на работе не хватает. Здесь бешеное количество людей, которые, как минимум, очень легко относятся к седативным препаратам, к наркотикам и подобным веществам. А учитывая, что я, по мнению многих, зожевец, хотя я не зожевец, мне здесь однозначно место такое. Но верификацию, я думаю, свою я здесь получу. Опять же, я на это надеюсь, благодаря вам. У нас же 60 человек, пусть даже 60 человек на Твиче, друзья, взрослые люди. Кто туда часто заходит? Вот, если остались какие-то вопросы, стримят через призму, там можно и битрейт, и качество выставить. Там вроде какой-то, еще раз, если я буду стримить не с самого устройства, смысл тогда теста. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть сейчас нагрузка идет на, получается, Wi-Fi, мой Wi-Fi гигабитный, на планшет, на камеру, и вы получаете картинку, которую максимум может вывести на данный момент данный планшет. То есть вы сейчас можете оценить, как, если вы, опять же, поставите себе свет в лицо, потому что вот сейчас я, допустим, его убрал, намного хуже стало. Следующий момент. Я сейчас отключу свет наверху. С устройства это приложение на Android. Разумеется, с устройства это приложение на Android, и именно это я и делаю. И сейчас я отключу свет, и вы увидите, насколько печально может быть картинка, если, к слову, Mi Home, да, если отрубаешь свет. Сейчас я оценю сам, насколько хорош
стал. Видите, Poco F3. Вот мои два основных телефона. Poco F3 и iPhone 13 Pro Max. Здравствуйте, окно красивое. Рад, что вам нравится, но опять же, это я дома на кухне, и стримить я, разумеется, планирую не дома. Но ввиду того, что сейчас у меня такая ситуация, ну вот так. Огромное спасибо всем, кто пришел. Повторяюсь, если хотите со мной пообщаться, буду очень рад, если вы подпишетесь на Twitch. Буду делать это дело здесь. Я имею в виду, это программа для стриминга на мобилах и планшетах. Дизонанс. Согласись, что разумнее всего мне все-таки качать просто программку от Твича, и вот как большинство будет делать, так и делать. Ну, это опять же мое субъективное мнение. То есть заодно смотрим как с стандартной программой. Так же как OBS можно. Саня, скажи, пожалуйста, какими сервисами кэшбэка пользуешься на Али? EPN долго не давал выводить, никогда его на YouTube не вспоминал. Вот сейчас, к сожалению, да, кстати, это, наверное, попадет на YouTube. А в целом всегда подбирайте кэшбэк сами. Почему? Потому что после февральских событий вы видели, как многим вообще было его не вывести, никакой кэшбэк. И это, ну, я считаю, что все равно деньги отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Так же, как техноконтент или еще что-то. Поэтому мне очень приятно вас всех сегодня видеть. Есть возможность, приходите на тест Геншина. Постараюсь его выгрузить также на лайв-канал. И большинство, по моему опыту, стримят через призму. Я не навязываю, это просто факт. Хорошо, еще раз повторяю, я никогда не стану стримером. Я в этом почти на 99,9 в периоде уверен, потому что опять же, по моим наблюдениям, это люди, которые не могут не то что за себя отвечать, они должны быть на хайпе, они должны делать дичь. Я в своей жизни дичь не делаю. Вот. И все. Ну, какую-то, может быть, и делаю, но, опять же, не в таком количестве. Моя жизнь стоит дорого, потому что у меня есть дети. Я перед ними многим обязан. То есть, ну, как минимум, чтобы им стало 18, и они ушли в свободное плавание счастливым лицом. По этой причине я не могу себе позволить кататься, допустим, на тех же самокатах с горы или еще что-то. Всем огромное спасибо, что зашли. Думаю, пора нам заканчивать этот банкет. Подписывайтесь на лайв-канал, на Twitch-канал. В описании есть, разумеется, если это YouTube, все необходимые ссылки на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Надеюсь, тоже подпишитесь, хотя я уверен, что вы и так с него перешли. Приходим вечером, Геншин гоняем на Mi Pad Mini 6 версии, Желейном нашим любимым. Спасибо за то, что пришли.